Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же будет с теми, кто вас обидел? Давайте посмотрим сегодня такой довольно необычный расклад. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад, либо же на диагностику негатива, телефон под видео. Итак, я вам скажу, что вот вашу жизнь гладкой уж точно не назовешь. Вот чего только не было. Мне кажется, вот знаете, ребят, вот простите меня за слова такие, но по-другому не могу. Вот в вашей жизни был такой период, когда, ну, чуть ли не крыша уезжала. Я в каком смысле это говорю? Потому что вам было настолько плохо, ну, конечно же, женщина. Это было связано с женщиной. Скорее всего, это какие-то глобальные конфликты, это разводы могли быть, да? То есть вам было настолько плохо, настолько больно, что казалось еще чуть-чуть и все. И психушка, здравствуй, да? Просто потому что слишком сильно любили, слишком много вкладывались, и это не оценилось, это растопталось, да? Ну, мы не будем слишком глубоко копать. Ну, я о чем говорю? Что вот просто жизнь не мила была. Вы были в шаге, вот в шаге от того, чтобы не сотворить какую-то глупость со своей жизнью. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, то есть на краю пропасти вы стояли. И как будто вот какой-то человечек, у каждого это будет, конечно же, свой человек, вот может быть даже в последний момент, да, чтобы вы вот не натворили ничего плохого с собой, там, со своей жизнью, со всем. Вот как будто вам помог, поддержал вот в нужное время, в нужном месте этот человек. У кого-то это будет, может быть, родственник, у кого-то это близкий друг, коллега, там, ну, кто угодно, да, вот с кем вы близко общаетесь. Ну, то есть этот человек, вот считайте, что он ваш ангел-хранитель, он вас уберег от плохого шага. Далее я вам скажу, что опять же среди вас есть, ну, многие, наверное, вот все-таки я склоняюсь, что многие, потому что жизнь очень тяжелая была именно в таком в эмоциональном плане. Ваша жизнь переполнена просто стрессами. Даже сейчас вот. У каждого это, конечно же, будет свой стресс. Но в большинстве своем это стресс из-за женщин, из-за личной жизни. Вот вы даже, ну, я не знаю, по поводу денег, наверное, и по поводу работы, и то так не переживали, как вот именно, ну, сколько кровушки у вас выпили ваши женщины. Напишите в комментариях, у кого резонирует. Вот, ребят, знаете, вот хотелось бы сделать сегодня еще такой маленький опрос. Вот иногда мне возникает такое желание. Вот напишите, кто из вас хотел бы все-таки вернуть прежнюю женщину? Вот напишите. Я хочу просто вот сравнить, да, кого больше. Тех, кто хочет вернуть, кто не хочет. Периодически я такие опросы делаю, просто чтобы знать, кто меня смотрит и кого больше. Смотрите, ребят, то есть жизнь у вас это как будто сплошной стресс. Знаете, вот эти вот периоды, когда вам было, ну, более-менее хорошо, когда можно сказать, что вы были, ну, хоть немножечко счастливы, ну, я думаю, их, наверное, с трудом вы сможете вспомнить. Либо же это был такой небольшой отрезок времени, что вам нужно будет поднапрячься, чтобы его вспомнить. Это может быть начало отношений, да, вот с вашей прежней женщиной, либо же еще какие-то моменты, там, другие отношения, да. Ну, то есть это были такие маленькие вкрапления. Вот здесь, конечно, вот печалька. Вот печалька, потому что, вот, ну, чисто по-человечески, да, вот я могу вот посочувствовать просто потому, что, ну, вы не заслуживаете вот такой жизни. Вот именно в моральном плане, да. Я не говорю, у кого там деньги из вас есть и так далее. Я сейчас не об этом. Я говорю вот именно о вашей такой нервной системе, да. Я говорю о, ну, вообще даже не только нервной, да, нервно-психическом состоянии, да, потому что, ну, тяжело было, очень тяжело. Я вам скажу, что вы даже вот после всех вот этих жизненных невзгод вы стали более вспыльчивы, вы стали более нервный, вы стали
плохо спать, либо же хуже спать, да? Напишите, ребят, у кого резонирует. Ну, то есть здесь такая печалька глубокая-глубокая. Даже не хочу больше вот эти все неприятности перечислять, потому что, ну, даже как-то портится настроение. Я думаю, и вам вот, когда вы будете слушать, ну, мало приятно, потому что, ну, когда ты слышишь, как ты живешь, и ты понимаешь, что да, ты осознаешь, это правда, вот я так живу, да, но оно тоже как-то вот больно, да, не очень приятно. Поэтому не будем вот перечислять ваши неприятности. Давайте посмотрим, что еще. Может быть, что-то хоть приятное есть в вашей жизни. Ну, елки-палки. Ну, вот опять же, смотрите. Вы человек, который всю жизнь ну, позволяет собой манипулировать. Каким бы вы там ни были, силачом, да, кто бы там... Кстати, среди вас есть такие, которые периодически корону одевали в своей жизни. Таких немного, но среди вас есть такие, это 100%. Ну вот вам попадались такие женщины, что они просто сбивали эту корону. Вот они, вот знаете, настолько вот вас любили оседлать. Вот эта карта, она ну так красноречиво все показывает. Вот они настолько ездили на вас, ваши женщины. Вот вы настолько позволяли это с собой делать, вот просто крутить, вертеть, как им хотелось. Из вас можно видеть веревки. Вот просто, ну на раз-два, расплюнуть, ну честное слово, ребят. Это, конечно же, связано и с добротой, и с тем, что вы любили женщин, да. Но, опять же, ребят, из расклада в расклад довольно часто я вот рассказываю, повторяю. Но не позволяйте этого. Это просто я на будущее говорю вам. Не позволяйте женщинам крутить с собой, вертеть. Вот как бы вы ни любили. Иногда нужно уметь говорить слово «нет». Ребят, учитесь говорить слово «нет». Учитесь доказывать свою точку зрения. Учитесь говорить, что вам тоже нужно какое-то свое личное пространство. Учитесь говорить, что у вас есть свои какие-то хотелки и желания, потому что вы мужчина, а вы тоже человек. Мужчина ведь тоже человек, правда, ребят? Женщина человек, да, почему вы должны ее хотелки исполнять, а на себя, ну так, извините, болт забить, да? Ну, так же ведь тоже не пойдет. Поэтому я вот сейчас маленькое такое психологическое отступление вам сделала. Я знаю, что вы любите мои психологические такие таро-расклады. Поэтому вот я вас очень прошу, ребят, не делайте тех же ошибок в новых отношениях. Вот вы человек, который все равно вы ждете, вы очень ждете новую женщину. Как бы вам ни было плохо, в душе вы ждете, что все-таки появится женщина, которая оценит вас. Которая оценит вас по достоинству, да? Вот напишите, ребят, вот правда ведь? В общем-то, знаете, смотря на вашу сигнификацию, я, конечно, в шоке по колено. Мой шок в шоке. Ну, особенно начало сигнификации, я имею в виду начало. Итак, давайте-ка смотреть, что же будет с теми, кто вас обидел, да? Потому что вы не такой простой, как кажетесь, мои хорошие, между прочим, я вам так скажу. Ой, какие вы, кстати, такие мальчишки у меня страстные. Ой, какие страстные. Ну, на моем канале не страстные не могут быть, да? Видимо, у меня такая особая энергетика идет, что только те, у кого бобики хорошо лают, да? Те у меня так тусуются на канале очень долго. Я уже это заметила. Итак, смотрите. В вашей жизни, в принципе, обид хватало. Ну вот хватало. Уже я немножко коснулась даже этой темы в сигнификации. Это были у кого-то обиды от женщин, у кого-то еще сюда можно добавить обиды и с родственниками, друзья. Но здесь какая-то была подстава даже. Вот подстава от человека, который... ну, был вам очень близким. Опять же, у каждого это проиграется по-своему. Ну, то есть это было такое неприятное какое-то действие этого человека, что вы просто не ожидали от него. Потому что вы верили, ну, не на 100, а на 200% человеку, и тут тебя просто подставили где-то. И неважно, это по работе, там просто по дружбе, еще где-то в каких-то моментах.
То есть у вас были такие неодноразовые вот неприятные акции, да, вот от вашего окружения. Я вам скажу, что с вами вообще шутки плохи. Во-первых, потому что вот несмотря на вашу какую-то внутреннюю мягкость, доброту, у вас есть, в общем-то, характер и довольно такой, может даже жесткий проиграться. Как я уже сказала, что вы особенно, вот, может быть, даже в последнее время, ну, когда вот произошли вот перипетии, особенно после проблем с женщиной, вы, ну, реально стали жестким, более расчетливым, более таким, ну, каким-то хладнокровным, что ли, да. Это не связано с тем, что вы стали там злой, плохой, нет. Просто вот жизнь вас закалила, вы вот закрыли свою доброту вот как будто в ракушку, да? Ракушку, ракушку, как правильно. Вы такой человек, который теперь, ну, мало будет открываться окружающим. А если вас обижать, ну, здесь мало не покажется. Во-первых, вы теперь стали такой человек, ну, вы за словом в карман точно не полезете. Раньше вы могли в каких-то моментах смолчать, да? Ну, кто-то из вежливости, кто-то из скромности, там еще по какой-то причине. Сейчас вы не смолчите, сейчас вы стали более колки на язык. Сейчас, если вас кто-то даже обидит, вы очень жестко его можете приземлить, опустить, поставить на землю, да? Ну, то есть так, ниже плинтуса где-то человек будет валяться, да? Вы понимаете, что словом можно человека, в общем-то, убить. Я вам скажу, что помимо всего того, что вы можете словесно, да, вербально сказать, это все цветочки. Это цветочки, потому что у вас есть магические способности, мои хорошие, между прочим. У кого-то это будет заметно только по хорошей интуиции. Про какие-то способности вы особо даже не задумываетесь, вы даже, может быть, этого побаиваетесь, либо же не хотите развивать, ну как-то не очень доверяете, у каждого по-разному проиграется. Но то, что у вас они есть, это 1000000%, я вам гарантирую. Просто вы не развиваете, не работаете со своими этими сверхспособностями. Я вам скажу, что вот я думаю, многие из вас уже замечали, вот каким-то образом, если человек вас хоть как-то обидел, обязательно вот высшие силы его накажут. Вот напишите, ребят, вот все, кто это замечал, вот напишите, опять же хочу маленький опрос сделать, вот много вас таких или нет, но только по-честному. Это может быть такое, знаете, ну, примитивное наказание, да, смотря какой случай. Допустим, кто-то вас там оскорбил, там, я не знаю, ну, что-то такое неприятное сделал, и вы в скорости узнаете, что человек либо же заболел, либо же у него какие-то неприятности. Ну, то есть вот в таком ключе, понимаете? То есть вы сразу же понимаете, что вот ты получил по заслугам, да, но только не от меня, а от высших сил. Вот за вами как будто стоят вот сверху вот именно ангелы-хранители, вот высшие силы, ваш род стоит, ваши предки, ваши там, у кого-то родители, бабушки, дедушки там. Ну, то есть все, кто ушли в вашем роду, они очень мощные ваши ангелы-хранители. И знаете, вот, ну прям до мурашек, честное слово. Когда вас обижают, они-то ведь видят, ну там наверху это ведь все видно, что здесь происходит. Не все в это верят, но поверьте, это есть. Уже много разных таких случаев, причем даже в моей семье такое было, ну то есть иногда диву даешься. Вот ваши ушедшие родственники, они настолько вас любят даже там, понимаете? Я думаю, сейчас кто-то, наверное, из вас прослезится все-таки. Вспомните своих близких. Они настолько вас любят даже там, не будучи физически с вами. Они готовы просто любого порвать, даже оттуда. Вот кто-то не так посмотрел на вас, тем более кто-то что-то не так сказал, не так сделал. Они наказывают всех ваших обидчиков. Так было, так есть и так будет. Особенно, я думаю, вот у кого нет родителей, ну, я думаю, скорее всего, вот даже матери. Вот у кого ушла мать. Ну, материнская любовь, ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что с ней никто никогда не сравнится. Она реально вот даже там превращается в тигрицу, да?
когда вас обижают здесь, на земле причем. И тогда человеку мало не покажется. Вот если, смотрите, у вас у кого-то могли быть случаи более серьезные, не просто там грубое слово сказали, а ну какие-то неприятности были, опять же, у кого как проиграется. Были ситуации, когда, ну опять же, либо предательство, либо там еще что-то. Кстати, вашу бывшую, да, вот она тоже накажет. Возможно, уже наказала. Здесь может быть наказание, что бывшая, ну, либо же опустится ниже плинтуса. У кого-то она будет очень плотно дружить с бутылкой, пока она там уже не посинеет, да, такая вся будет синяя, опухшая раскрасавица после этих бутылок. То есть у кого-то сопьется, у кого-то проиграется, что она ну, настолько сгуляется, настолько такой безобразный образ жизни будет вести, она просто опустится ниже плинтуса. У кого-то может проиграться, что здесь, ну, финансово она будет вообще со временем на нуле. Понимаете, здесь не без высших сил, здесь не без защиты вашего рода. То есть вас обижать не рекомендуется, потому что все, кто вас обидят, ваши предки и высшие силы, они просто, ну, порвут как тузик грелку. Вы можете быть спокойны, вот бумеранг ударит по всем. И ваши близкие об этом, конечно же, позаботятся. Причем я бы вам даже, вот знаете, советовала, что когда вы в порыве ну, там, гнева, злости, да, вот в таких вот эмоциях, когда вы по себе чувствуете, что ну, приподнятые такие внутренние приподнятые эмоции настолько вас переполняют, злость, да, обида, ну, постарайтесь в такие моменты себя контролировать, потому что то, что человек думает и говорит на пике эмоций, но очень часто сбывается. И хорошее, и плохое. Поэтому сюда можно добавить ваши еще такие вот способности эзотерические. Плюс вот эти вот минуты, когда вы бываете на пике гнева, что вас просто распирает. Вот здесь я бы советовала держать себя в руках и контролировать. Просто чтобы, знаете, вот в таком вот в порыве аффекта, в порыве эмоций, да, чтобы не наговорить, там, не натворить никаких дел не очень хороших, о чем потом придется очень сильно пожалеть. Поэтому, ребят, вас, в общем-то, не рекомендуется обижать, потому что вы и сами, в общем-то, можете наказать, ну, начиная от вербального наказания, да, как я уже говорила. Плюс за вами стоят высшие силы. И об этом не забывайте. Так что вот такой вы непростой у нас. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!